Cześć! Dzisiaj mamy zwykły, ale fajny vlog, jeden dzień naszego życia w Polsce. Jedziemy z Milaną do lekarza, uczy się polskiego, також Adriana ma występ w przedszkolu. Mam nadzieję, że miło spędzicie z nami ten dzień i zobaczycie, jak radzą sobie sama trójka dzieci, kiedy mąż jest w trasie. Приехали на концерт Гмина. Здесь в Гмину. Типа как здесь... Ой, здесь Святой Николай, смотрите. Святой Николай деток принимает, да? Класс! Так, где наша Ади? Это вещи ее? Pięknie. A tak, 3. Dzisiaj występujecie? Nadina, no piękne imiona. Dzień dobry, witamy się serdecznie. Zapraszam za mną. Adi! Przytulasek! Wspaniałe są wspólne chwile. Serduszko! No, Bardzo wolno kręcą się pary. Bardzo wolno. dawaj na kanał. Jest taki narząd sercem zwanym moc. Adi! Adziusza! Kieruje co dzień życia. Dobro i miłość. Patrzymy na parę, śpiewamy! Rączki! Adi, dawaj! Przytulasek! Wspaniałe są wspólne Uwaga, chwile. idziemy szybko na środek! I kupiemy! Będzie ktoś chciał odebrać? Dobrze, dobra, to na spokojnie sobie zaraz. Niech wszyscy dostaną, to jeszcze zrobimy zdjęcie. Ой, у меня сейчас закончился урок польского, и у меня немножечко каша в голове. Вот так как меня смотрят много поляков, у меня, соответственно, будет вопрос. Просто из любопытства очень интересно, как вот в жизни поляки говорят. Мы проходили сегодня тему будущего времени. Как говорить в будущем времени совершенный вид глагола, ну, то есть действие законченное и незаконченное, ну, в общем, обычный глагол. И так как мы проходили позавчера прошлое время, сегодня будущее, то у меня в голове немножко каша. Но, конечно, я думаю, что со временем все наладится, и я все пойму, но пока что какие-то такие вопросы у меня. Почему нельзя все упростить? Вот видите, у меня здесь табличка такая, по которой мы учили будущее время. И вот следующий вопрос вот в чем заключается. Вот смотрите, на польском языке, да, когда происходит какая-то рутина, то есть как я это понимаю, когда это делается постоянно там или какой-то процесс, да, долго делается, то мы тогда говорим в будущем времени через слово «бенде». Например, на вакациях, на вакациях godzinę będę wstawać o 10. Będę wstawać. Буду вставать в 10. А когда это что-то происходит один раз, тогда мы говорим по-другому. Мы убираем слово będę и меняем окончание. Например, jutro wstanę o 5, bo mam самолет. Утром встану в 5, потому что у меня самолет. Я спрашиваю учителя, почему нельзя сказать через слово będę? Почему нельзя сказать jutro będę wstawać o 5, bo mam самолет? Она сказала, что как бы можно, тоже будет правильно, но поляки сами говорят часто через będę слово, но по-правильному, я не знаю, по правильному польскому, да, надо говорить вот так. То есть, когда идет рутина, мы говорим będę wstawać, например, да, а когда конкретно говорим, что завтра во столько-то я встану, то есть это один раз будет происходить, то мы говорим встанę в конце окончания вот это вот «е» с хвостиком.
В общем, я вас сейчас загружу сама. Но у меня каша в голове. Ну вот почему нельзя все упростить? Почему нельзя говорить все через бенде? Вот меня смотрят поляки. Вот как вы говорите? Если вот я, например, скажу вам, что я, да, jutro będę wstawać o 5:00, bo mam samolot. Вы меня же поймете? Это будет вам резать слух? Может быть, это будет как-то выглядеть смешно, да, сказано на польском. И нужно говорить все-таки jutro wstanę o 5:00. Или нормально, и так тоже через бенды можно, потому что у меня просто голова скоро лопнет от количества информации, которую я получила на этой неделе по польскому. Вот очень интересно. Я вам даже поближе табличку покажу. Вот, видите пример? Ну вот почему нельзя вот тоже бенде поставить, и все было бы намного проще. Здесь тоже, например, смотрите, бенде готовить обяд. А здесь шибко готує обяд, бо школа ми часу. Ну, в общем, я все-таки не понимаю. В общем, этот момент для меня пока что очень сложный. Нужно в этом разобраться. Сегодня, конечно, очень насыщенный день получается. Это учитывая еще то, что я отменила там пробное занятие Миланина вечернее, перенесла его на следующую неделю, потому что был бы вообще день забитый, что даже, наверное, не получилось бы пообедать. Но, надеюсь, к вечеру я еще буду жива и в здравом уме. Едем с Милашей к ларингологу. К тому самому врачу, у которой я была с Адряшкой. Я снимала видео, рассказывала. Здесь вставлю ссылочку про нашу историю, что детей ожидает операция. И мне так понравилась врач, что сейчас я везу Милану к ней же. Это платный врач, прием стоит 300 злотых. Надеюсь, все пройдет хорошо. В общем, посмотрит, вообще есть у Миланы там 3-я миндалина, которую нужно удалять, или ее, возможно, уже нет. И уже ушла, все-таки у Милашки уже 11 лет. Вроде бы к 13 годам эта миндалина должна уйти. Поэтому посмотрим, что врач скажет, как нам лучше поступить. Милаш, переживаешь? Ничего не страшно. Страшно? Я боюсь, что будет как Мне в прошлый очень раз. страшно. Я не знаю, что это такое. Если бы я знала, что это такое, но я не знаю, что это такое. Только самое главное, что я знаю, что это такое, это страшно. Не советую вам, чтобы у вас такое было. Ну ничего, 15 минут потерпеть, и все будет Какие минуты? супер. Ой, секунд. Не Мама. знаю, может, минут. Мама. Не, секунд. Мы немножко опоздали на 5 минут, но нормально. Тут еще до нас человек, так что ждем. Нас позовут. Dzień dobry. Dzień dobry. Dajcie sobie. Давай ты сюда садись, чтобы тебя видела. Снимай наушники. Może pani pamięta, tak, na tydzień temu byliśmy z młodszej córką, która ma zapalenie ucha, i mówiła pani, że się jedno dziecko mam. I ona ma також podobna sytuacja. W Białorusi mówiliśmy, że також potrzebna operacja na 3. migdalku, ale nie wiem, bo ona ma katar, taki stały katar już od roku. Tak? Już od roku? Tak. I w styczniu ona chorała zapaleniem ucha також, i potem ona miała taki дивное odczucia w uchie, jak to? No, объясни, что ты чувствуешь. Takie bąbelki się jakby... Dobra, to było potem zapalenie wtedy, tak? No tak. I no. Dobra. A teraz coś się dzieje? No rzadko, ale na przykład jak mam dużo kataru, to jakoś niedawno było, ale tak bardzo rzadko. Już prawie nie ma teraz tego z tymi bąbelkami. Dobra. I ten katar gdzieś tam od roku cały czas taki ten nos Tak. No tak. zatkany. Plus minus, dawno temu? No czy tak, rok temu. Gdzieś po roku. Були в Білорусі у ларинголога. No to A?
to nie последний раз, когда мы ездили. Это... Ну, але їй не робили таку процедуру от з камерою до носа. No, sprawdzimy sobie dzisiaj, jak to wygląda, dobra? Ну так, вышли с Миланой мы. Миланка, молодец, не капризничала, да, Милашенька? Нет, Даже не Я пискнула. просто так сделала, я такая, блин, ну... Придётся терпеть. Какое-то странное чувство, но не больно, потому что я знала, что... Может, из-за того, что я уже знала, что мне буду делать эту штуку, и она как будто как-то мягче делала, мне кажется. Аккуратнее, немножко. да? Чем тот мужчина. Да. Она мазь нанесла такую. Да, как и Адряшки. А вообще Милана не пискнула, большая умница, горжусь просто. И что в итоге? Дали тоже нам направление на операцию. Да, так что теперь и Милана, и Адриана у нас будут оперироваться здесь, в Польше, по удалению третьей мигдалины. У Миланы даже больше увеличено, чем у Адрианы. У Адрианы там 60%, у Миланы 75% примерно. Сказали так, побольше. Поэтому хорошо, что пошли к ней. Вообще врач просто замечательнейший человек. Направляемся к нашей машине. Я там припарковалась, конечно, так не очень удобно, чтобы не стукнули. У меня все время страх, что машину могут сбоку стукнуть, если кто-то будет рядом стоять с машиной, и будет дверь открываться. И могут стукнуть нашу машину. Вот у меня вечно страх такой почему-то. А сейчас мы с Миланой направляемся, так как мы здесь уже в этом районе, то здесь недалеко окулист. Идем с Миланой к окулисту. Милане нужно поменять стекла на очках, потому что у нее ухудшилось зрение. Милана папе рассказывает там в голосовом. Ухудшилось зрение у нее, нужно поменять стекла. Так что идем проверять зрение. Тоже частный врач, частная клиника. Тоже нам очень нравится. И мы тоже ходим только туда. И посмотрим, что скажут. Вообще, может, у нее и ничего и не ухудшилось, и Милана все придумывает. Мы приехали, тут у нас еще час времени, поэтому это, кстати, наш бывший район, где мы жили, вот Бедронка, мы сейчас стоим возле нее, куда мы все время ходили. Да, Миляша, скучаешь по нашей Бедронке? Что? По нашей Бедронке, говорю, бывшей, скучаешь? Смотрите, просто какая замечательная погода во Вроцлаве, плюс 10 градусов тепла. Вообще очень тепло. Милана говорит, мама, тебе в куртке не жарко? На самом деле жарко. Очень-очень тепло. Прям весна, боже, я обожаю такое время года. Просто обожаю. Но недолго оно будет. Я смотрела уже наперед. Зимой будет 0. Немножко похолодает. Зайдем в Бедронку, какие-то булочки купим себе перекусить. За то, что Милаша такая молодец. Вытерпела. Мы зашли в Бедронку, купили морожко. Какое-то мороженое новое вышло. Марлетто с шоколадом и с кокосом. А у Миланы вообще в такой, хотела сказать, контейнере. И булочки взяли себе по одной. Круассаны. И сок. Потому что голодные. Один факт обо мне кто не знал. Я очень люблю кокос. Просто обожаю. Все, что с кокосом, я стараюсь попробовать. Сок с кокосом. Не знаю, мороженое кокосовое. Я просто даже там кокосовая стружка покупаю. Там, если что-то дома пеку, тоже добавляю всегда. Мы даже покупаем, когда продаются вот цельные настоящие кокосы. И дома Влад их раскалывает. И мы кушаем просто кокос. Обожаю кокос. Знаете, вот мы прожили здесь, в этом районе, вот 4 года. Сразу, как только переехали в Польшу, мы заселились здесь в квартиру. И я вот скажу, мы зашли сейчас в Бедронку, в которую ходили 4 года, да, все это время. И такая прямо, знаете, ностальгия появилась у меня. Я начала вспоминать, как мы сюда ходили. Мне кажется, всегда первое жилье будет помниться, не знаю, всю жизнь, где бы там дальше человек не жил. Даже если мы там переедем в другой город, вот в Лешно, и все равно будем помнить это место. Это очень так, знаете, тепло на душе становится. Милаша, ну что там, доставай, что мы еще там покупали?
Достанешь? У тебя? У нас, видите, немножечко в машине такой непорядок. Тут у меня кофе было. Тут у меня кофе было. Видите, стакан прямо из кухни, потому что когда не успеваю, беру кофе, делаю дома и прямо с собой беру. Ой, посмотрите, какая красота. Отгадайте, что не хватает? Милана, давай с первого раза. К булочке. Кофе. Кофе, конечно же, кофе. Ребята, польская выпечка — это просто какой-то отвал башки, я не знаю. Я вообще как бы так спокойно к выпечке, к булочкам. Но иногда так хочется булочку какую-то просто. Чего смеешься? А Милана смотрит видосы на телефоне какие-то в Ютубе, шоты смотрит. И смеется. Какая же это вкуснятина. Мама, Просто. У нас еще полчаса до врача, сидим, ждем. Вы не поверите. В общем, я же прислушиваюсь к своим подписчикам. Мне в комментариях очень часто пишут поляки. Кто-то называет меня до сих пор Яна почему-то. Женя, когда ты снимешь полностью видео на польском языке. Я, конечно, понимаю желание поляков, чтобы я сняла видео полностью на польском языке, а так как у меня еще видео идут обычно по 20-30 минут, представьте, 20-30 минут видео на польском языке. Для меня это сложно. Ну, пока что для меня это сложно. Даже бы, если бы я знала хорошо польский, не знаю, снимала бы я видео на польском языке. Возможно, я бы сделала отдельный канал на польском языке. И у меня был бы канал и на польском, возможно, и на русском языке. Я не снимаю видео на польском полностью не потому, что я там стесняюсь, боюсь, еще чего-то, а просто у меня так построены алгоритмы уже на моем канале в Ютубе. Только из-за этого. И если я сейчас начну снимать видео полностью на польском, у меня собьются алгоритмы, пока они перенастроятся, пока YouTube поймет, что происходит, почему я снимала сначала такие видео на таком языке, сейчас на таком, для кого я снимаю. И это вот такой долгий, может быть, долгий промежуток времени, пока YouTube поймет, что происходит. Поэтому я пока не рискую, ничего такое не делаю. Буду, так сказать, может быть, плавно, да, идти к этому, но, опять же, у меня много смотрит и русскоговорящей аудитории, и они не поняли бы ничего, что я говорю, поэтому тут, как бы, знаете, я стою как между двумя огнями, так сказать, да, одни тянут в одну сторону, другие в другую сторону, я стою посередине просто и не знаю, куда мне лучше пойти, влево или вправо. Вот примерно такая история. Поэтому, пожалуйста, просто поймите и не задавайте больше таких вопросов, потому что я не знаю на них точно ответов. Я вот начинаю уже тренироваться. Я сегодня, вот сейчас шли с Миланой в Бедронку. Я говорю: Милана, давай говорить на польском. И мы говорили в Бедронке на польском полностью, общались с ней на польском. Знаете, ну, прикольно. То есть мне многие пишут: у тебя 2 поляка живут дома, дети, пусть они тебя учат польскому. Так что я прислушиваюсь к вам и реально хочу, чтобы дети со мной говорили на польском языке. Вот, Милаша, скажи, пожалуйста, как я справляюсь? Неплохо или совсем очень плачевно? Только говори правду, давай. Ну, Вот сейчас в Бедронке, вот у врача мы были, как, лучше мне как-то или нет? лучше, чем было. Но еще есть много над чем поработать. Не, ну понятно, я только тут сколько, пару Ну, у месяцев. тебя очень, именно слова ты, в принципе, иногда, да, путаешь, но именно у тебя больше... Окончания путаю Нет, или нет, сами? Вообще слова иногда Ага. путаешь, иногда окончания, да. Но и у тебя просто произношение. Милана все борется со мной, говорит: мама, ты неправильно произносишь в плане не ударения, не окончания, а именно, да, интонация, то есть как слово говорится, Да. с каким произношением. Я говорю: Милана, подожди произношение, дай мне хотя бы научиться на польском говорить, а произношение это такое дело, это с опытом будет, да.
Так что Милана просто уже про акцент мой переживает. Ну, конечно, у меня будет акцент, я ж не могу, я еще польский не знаю, чтобы говорить прям супер классно с польской интонацией. Ну, а так, в целом, лучше я? Правда, меньше страха у меня уже говорить. Да, я же раньше даже 2 слова боялась сказать, да? Ну да, Ну. боялась. А в бедронке как мы с тобой размовляли по-польски? Все смотрели, я сама боковым зрением смотрела, нас полностью все бедронка. Все смотрели, потому что все в шоке, как Женя может говорить хорошо на польском. Блин, они не могут на одном Нет, языке люди в говорить. шоке просто были в бедронке, смотрели, потому что, думаю, двухязычные люди идут. То на русском они говорят, то на польском они говорят. Странные, подозрительные. Подозрительно. Как-то они что-то замышляют. Нет, да я сама смотрю так на людей, а когда я иду и слышу, человек говорит на одном языке, а потом резко переключается и говорит свободно на другом языке. Я сама так, о, прикольно. Ну, я вообще всегда, знаете, с такой доброй завистью отношусь к людям, которые могут свободно разговаривать на нескольких языках. Это же очень А круто. ты что, меня завидуешь? Я завидую, я говорю, белой завистью. То есть я прям горжусь тобой, это очень круто, очень круто. А пойдем, а то мы сейчас опоздаем. Не опоздаем, нам еще есть время. 20 минут осталось. Сидим возле входа к врачу, Милана говорит, мы сейчас опоздаем, 20 минут осталось. Ну пойдем. Мы уже пришли с Милашкой, ждем нашу очередь. Видите, какая здесь красота просто. Очень хорошее место. Не реклама, но может кому-то будет интересно. Вот. Оки-оки на Алташине. Я, может быть, оставлю ссылочку в описании под видео, посмотрим, куда мы ходим. Кто носит очки и живет во Вроцлаве, вот я рекомендую просто от души. Tak nie mogę oprzeć, bo no to krzesło jest chyba na niskie, no pan musi zrobić ten aparat trochę za niżej, bo to... No niżej, już pojadę, już. Je, a dalej to w ogóle nic nie widzę. Tak, to też trochę tak słabo. No słabo. Не видишь? Dać wyżej, niżej? No chyba teraz jest w sumie dobrze. Dobra, to niech zostanie. No i tu mamy co? Rozmazane, nie? Spróbujmy na zielonym poprawić. Смотрит красный, зеленый цвет. No teraz podobnie, ale myślę, że jeszcze troszkę na zielono może. Jedna u góry, druga na No, dole. no widzę w sumie, ale górna jest lepsza. O, to już jest następne pytanie. Górna jest lepsza. A one są w miarę równo? Górne K jest nad dolnym K, C nad C. To znaczy, no tak. Dobra, górna lepsza. Все, едем за Адрианой в садик. Заказали мы Милане линзы для очков. И мы опаздываем. У Адрианы через 20 минут танцы заканчиваются в садике. Но немножечко мы опаздываем, потому что пробка была, и нам показывают 50 минут ехать. Просто представьте, почти час ехать, ну это кошмар. Вообще Милане смотрели зрение, да, проверяли и меняли ей линзы для очков, потому что она стала хуже видеть, ухудшилось зрение, а ухудшилась она, потому что она забывала их одевать очки. Лето, когда было, она все лето гуляла там на улице, да, и, получается, гуляла, естественно, без очков, то есть она их не одевала, где-то она читала там книжки, или в телефоне сидела, или телевизор смотрела, там, или компьютер, тоже без очков. И получается, что она все лето их практически не одевала, у нее зрение ухудшилось. Вот, где-то в телефоне сидит без очков. Я ей постоянно говорю, не забывай очки одевать, но вот забывает. И плюс она очень выросла за последний год. Мы последний раз были год назад у этого окулиста. Выросла она в рост, именно выше стала. И как бы глаза не успевают за ней. Глаза не успевают за ней расти. И получается, зрение ухудшается. Это такая проблема подростков именно, когда подростки быстрый скачок роста у них происходит. И в этот момент может ухудшиться зрение. Причем Милана у нас девочка склонна к высокому росту. И вот так вот. Ну, посмотрим. Сказали через полгода снова прийти,
проверить зрение, насколько она еще больше выросла и ухудшилось зрение. Забрали мы Адриану с садика, самую последнюю. Воспитатели уже ее даже переодели, куртку ей одели. И уже никого не было, все стояли уже на готове, чтобы домой пойти, представляете? Дюнь, ну ты не сильно расстроилась? Ну, не знаю, не Ну знаю. нет же, скажи, мама не всегда так. Мама только Всего лишь-то. второй раз. Всего лишь второй. Ну, ничего не поделаешь, ну, ничего не могла реально сделать. Пробки, и никто не знал, что так врач, ну, будет немножко долговато Милане линзы подбирать. Поэтому, но сегодня много сделали. Вот прям очень продуктивный день получился, очень продуктивный. Учитывая еще то, что я отменила пробное занятие по моделям Милане и перенесла это занятие на следующую неделю. Это к слову, что Милана танцы хочет поменять на модельную школу. Она ходила уже как-то в модельную школу в Беларуси, да, 2 года. И хочет... Ну, не потому что танцы не нравятся, нет. Возможно, она возобновит танцы. И Милана, получается, ей нравятся танцы, но просто что хочет вот попробовать возобновить модельную школу, там походить какое-то время, может там годик, и потом снова перейти на танцы. Я нашла здесь одну модельную школу, первый пробный урок бесплатно. Мы вот как раз думала я сначала на сегодня, а потом поняла, что не успею, перенесла на следующую неделю. Вот, и посмотрим, как ей понравится, не понравится. Но просто минус в том, что надо везти, понимаете, на другой конец Вроцлава. Если ехать через центр Вроцлава, то это 45 минут ехать. Капец. Ну що, приїхали ж ми додому і зараз będziemy otwierać kalendarz świętowy. Адвентовый, свинтовый. Меня дети учат польскому. Так, Адриана, прошу. Так, Давайте покажем маме. ну, Сегодня у нас показывайте. циферка 11. Вот 11. 11? Ищи циферку 11, 2 единички, 1-1. Чупик. Что у тебя попалось? Чупик. И я хотела Тебе кое-что чупик. сказать. Сейчас, подожди, Адюша пусть найдет, помоги ей найти 11. Где? Это 1,7. Нет, Почти. так, а ну ищем 1-1. А это нет? Оно? Да, открывай. Давай. Ось, Давай. У меня опять. Кто там? Давай. Выдавливаем. Оп. Вот сейчас я только есть. Мордочка? Обезьянка. Какая? Вот это с шапочкой новогодней. Да? Обезьянка такая. А я хотела... У меня попали вот это. Да. Я хотела, Ну Дюшенька, кушай. тебе сказать. У тебя всегда попадаются обезьянки, и я бы очень сильно хотела этот чупик дать тебе. Что надо сказать? Спасибо. Кушай, и все тебе. Кушай. Ну, скажу, я и не против. Молодец, милашка. У Адряши просто купили ей календарь, и мы не знали, тут одни обезьянки. Просто они с разными, как бы, у одних обезьянок. Это не, это мышки вообще, а не обезьянки. Маус. У одних мышек ушки с очками такими, да, у других вот шапочка. Ну и вот я захотела это шоколад. Молодец. Молодец, правильно. Видите, какой у меня послушный ребенок? Пойду помою руки. Умница, мой зайка. Просто не пугайтесь. Это вот все лекарство, которое я даю Адриане. Здесь, ну, как его давать, написано от врача. А это у меня там замачивается форма. Это я запеканку детям делала из творога. И мы уже сегодня одно лекарство заканчиваем. Но, вернее, не заканчиваем, у нас будет перерыв. Так что, слава богу, буду давать меньше. Ой,
Глаза отвалились, да, Ади? Да. От Деда Мороза твоего. Это Ади делала сама в садике, посмотрите. Ой, такого Деда Мороза. И вот так надо будет глазки ему приклеить. У меня как раз есть клей-пистолет. Вот. Ну, красота такую делают они. Ну что, наш влог подходит к концу, но я забыла сказать, кто смотрел предыдущие видео, я здесь прикреплю про буллинг в школе у Миланы, как вся эта ситуация разрешилась. В общем, Милану перевели в другой класс. Я отдала заявление, написала, Милана занесла в школу, и приходит Милана со школы и говорит: все, я завтра иду уже на уроки в другой класс. Да, я уже как 2 недели в другом классе, я была в 6 F, теперь я в 6 D. Тот, который ты хотела, да? Да, почему я хотела именно этот, потому что там была моя подружка, которая тоже перешла с 6 F, как раз-таки тоже из-за буллинга она перешла, и вот я к ней пришла, здесь я уже нашла еще одну себе подружку, кроме вот этой подружки, которая была, я нашла себе еще одну подружку. Ну, нравится тебе? Да, очень классно. Не жалеешь? Нет, я не жалею, тут очень хорошие одноклассники, только вот расписание немножко. Да, есть один минус в этом классе, что 3 раза в неделю, причем Подряд. все эти 3 раза, 3 дня подряд, да, дети идут в школу очень рано. Первый урок начинается На 7-10. в 7:10, представляете? В темноту. Обычно в 8, там, да, даже вот в том классе было и попозже, на 9, на 10 было что-то У такое, меня да? сейчас в понедельник на 9. Не, ну в предыдущем Да, классе понедельник, было да, там на на 10 было, даже Не, один на раз 10 не было, на 10 не было. на 9 было, На да? 9, да, было. А тут 3 дня подряд, среда, четверг, пятница, в 7:10 уже надо быть в школе, уже уроки начинаются. но- Милана, во сколько ты просыпаешься в такие дни? В 5:50, как так. И сама, причем я ее не бужу, не провожаю, вот такая вот я мама, да, и постель ещё, даже успевает да, у застелить. меня очень рано начинаются уроки, но как плюс, сейчас у нас сколько? 11:30 где-то? Ну, Да, сказать, утра. 11:30 Милана уже дома. да, я уже дома, у меня уроки закончились в 10:30, а вот я встретила по дороге Диму, у него они только сейчас начались. Да, у нас это смена караула. Дима только ушел в школу, а Милана пришла со школы. Вот так вот. Мне, конечно, как маме, хотелось бы, чтобы все дети с 8 и желательно до 5 проводили время в школе. Но вот иногда не получается полностью быть одной дома, когда все там в школе, в садике. Иногда вот так вот. Дима уходит, Милана приходит. Ну, ничего. Но главное, что Милане нравится, даже если 7:10 утра, это очень рано. Может быть, на следующий год расписание поменяют, а я думаю, его поменяют. Так что полгодика осталось да. еще потерпеть, и расписание на следующий год уже будет другое. Надеюсь. Если мы еще будем на следующий год в этой школе учиться. Мне кажется, что... Точно. Как вам вот такой вот формат видео? Просто влог, просто снимаю то, что мы делаем в течение дня. И то даже не все снимаю, да. Я не снимаю, как я завожу в садик Адриану, там, как мы обедаем, как я готовлю. То есть такие бытовые вещи я не снимаю. Мне кажется, не знаю, что это неинтересно. Ну вот напишите, если вам все интересно, буду снимать все. Буду почаще снимать такие легкие влоги. Так что жду ваши комментарии и пока-пока.